Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему, что вас скоро удивит и обрадует. Это очень хорошая тема. И, естественно, мы также посмотрим, что удивит и обрадует 12 знаков зодиака в скором времени. Сначала у нас будет 3 позиции, а потом уже, значит, 12 знаков зодиака. Смотрите свою позицию, можно смотреть все позиции и потом свой знак зодиака. Да? Колода замечательная, такая вот необычная кошачья колода. Видите? Мне она очень нравится, мы с вами уже на ней гадали. И давайте погадаем еще. Так, знаки зодиака пока уберу. Итак, что у вас скоро удивит и обрадует? Перемешаем карты. Перемешаем карты. Для тех, кто смотрит видео с самого начала, я сейчас сниму 3 раза и посмотрим послание высших сил на дне колоды. Итак, снимаем 3 раза. 1, 2, 3. Солнышко. Очень хорошая карта. Она показывает, что высшие силы к вам благосклонны, что вам идет какой-то дар свыше, дар с небес. И, соответственно, в скором времени наступит период счастливый в вашей жизни, период равновесия, период удачи. Открывается белая полоса, новая дорога, хорошая, новый путь, да. И, конечно, будет очень много счастливых солнечных дней. Даже если вы сейчас смотрите видео, а на улице ненастье, там, не знаю, или холод, то в вашей жизни обязательно будет скоро тепло. Хорошо. Давайте теперь тогда посмотрим 3 позиции. Мы будем выкладывать первую карту каждой позиции, ваше сегодняшнее текущее состояние. Мы каждый день это делаем, да? Каждый божий день. Итак, выкладываем наши 3 карты. Вот, значит, 3 карты. И камушки. Первая позиция у нас будет тигровый глаз. Вторая позиция зеленый авантюрин. Третья позиция у нас будет с вами. Сейчас возьмем что-нибудь. Давайте цитрин. Кусочек цитрина. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите уже на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Итак, наш тигровый глаз. И первая карта, в каком аркане вы сейчас живете. Да? В каком аркане вы живете. 9 жезлов. Ну, это такой аркан, который показывает, что человек немножечко устал. Вы как-то, знаете, так боретесь за что-то очень длительное время. Ну, отстаиваете что-то, да? Например, свое право на что-то. Там, на свободу, на благосостояние, на отношения, любовь. На то, чтобы просто быть в этом мире, на свое мнение. Вот, ну, что угодно. И также карта показывает, что в последнее время было много забот, хлопот, всяких там, не знаю, каких-то обязанностей, трудностей. Но вы выстояли, вы выдержали, однако вам пришлось несладко. Были проблемки, да? Карта также показывает, что у человека есть программы одиночества, то есть отделенности от других людей. И, соответственно, он, мол, привык отвечать сам за себя и заботиться сам о себе. Может позаботиться и о других, но вот другие о нем не могут позаботиться почему-то. Ну, то есть человек даже и не позволяет. Да? Возможно, вы даже и не позволяете кому-то заботиться о себе и проявлять к вам сочувствие, например.
такая самостоятельная личность, да, которая не всегда допустит свое личное пространство. Никому не доверяете. Хорошо, давайте тогда посмотрим дальше. А что вас скоро удивит и обрадует? Вообще вот такого человека что может скоро удивить и обрадовать, да? Мы с вами даже и не знаем, потому что вы отстраняетесь, а удивляет и обрадовать может, допустим, ну, поступок чей-то, да, или какие-то еще там проявления, слова, может быть, действия какие-то, да, в вашу сторону от других людей, или вообще какие-то действия других людей в окружающем пространстве. А когда человек, ну, вот так сосредоточен, да, вот на своих проблемках, ну, может быть, вас удивит отхождение какой-то проблемы от вас. Давайте сейчас узнаем, да. Отхождение, избавление от проблемы, отхождение от проблемы. Я сегодня немножечко так уже подустала, и поэтому, конечно, могу заговариваться. Итак, что вас скоро удивит и обрадует? Ну, 8 жезлов, то значит. Эта карта, она показывает, на самом деле, что вас может удивить и обрадовать какая-то скорость, да. Вы знаете, карты действительно показывают неожиданности в жизни. Это что-то внезапно происходит, очень быстром, в скором времени, раньше, чем вы думали. Вот так. И, соответственно, это может быть, ну, допустим, положительное решение какого-то вопроса. Совершенно вы этого не думали, не гадали, что так быстро произойдет, да. Может быть, чей-то выпад, действительно, поступок вызывают вас, допустим, на личный разговор, кто-то вызывает, да, на личный разговор. Давай пооткровенничаем, давай там на чистоту поговорим, да, давай мы это друг друга узнаем лучше. Или давай откроем друг другу карты, да. А потом, значит, может прийти резко, неожиданно какая-то положительная новость, которая радует. То есть не только разговоры могут радовать, да, а новости могут радовать. Но опять же, новости же кто-то сообщает. Чаще всего люди, да. То есть все равно это разговор с кем-то. Но вот это как бы так вот раз и происходит, и вы не знаете, даже не можете предугадать, когда это будет, и конкретно вот что это будет. То есть это вот что-то вот то, что вас очень удивит, действительно очень удивит. Вот прям, знаете, вот сюрприз от судьбы, 8 жезлов, реально. Так, паж жезлов. Вот видите, я все-таки считаю, что это либо хорошая новость, либо интересный разговор. Кстати, по этим картам может быть и знакомство, да. То есть человек вот резко так появляется из ниоткуда, и вы знакомитесь. Вообще, паж жезлов карта очень свежая такая, веселая, позитивная. Вы будете много смеяться в скором времени. И смеяться, как будто бы действительно с кем-то общаясь, с кем-то в коннекте, да. Вот в диалоге идет, смех в диалоге. Конечно, это вас удивит и обрадует, что даже вы себя, ну, как-то так проявляете, не свойственно, да. То есть для вас это будет не свойственно, что человек может быть даже мало знакомый, а вы с ним очень легко общаетесь, находите общий язык, как будто вот всю жизнь общались. Вот такое, как, знаете, вот кто-то, вот, кого вы знали всегда. Так, значит, следующая карта — императрица. Это будет женщина. Скорее всего, это будет женщина. То есть это не любовная, скорее всего, история какая-то, да? Но хотя императрица наша держит сердечко. Императрица ведь женщина может и сама себя почувствовать, то есть значимой, любимой, нужной кому-то, да? И что на нее обращают внимание, что ее ставят на пьедестал. Ну а для мужчины вот такая императрица — это женщина, с которой он разговаривает, общается. Как будто бы они вроде как новые знакомые, но всю жизнь друг друга знали. Это может быть даже не любовь, а дружба, да, с любым человеком, но этот человек заставляет почувствовать себя значимым. Вот понимаете, как будто бы ты общаешься с человеком, да, он поднимает твою самооценку. Тебе весело, тебе хорошо. Он делится с тобой позитивными новостями. Это общение, да, совершенно точно общение. Я еще думаю, что иногда такой человек вносит свежий ветер в жизнь, но и суету. Потому что вот как будто бы много хочется сделать. То есть эта суета, она в принципе не плохая.
ты не отгораживаешься от этой суеты, а тебе как будто хочется много всего переделать для того, чтобы у тебя было что-то вот такое уже упорядоченное в жизни, да? Что-то, может быть, и упорядоченное, и в то же время дать место новому. Ну, то есть упорядочить свои какие-то хаосы там, да, дома или на работе, освободить место в пространстве для чего-то нового. Такое ощущение еще, да, что этот человек дает вам новую вот какую-то реальность. Ну, или какие-то новые жизненные ощущения, может быть. Но в то же время ты чувствуешь себя как дома. Ну, вот в своей тарелке. Как бы естественно, понимаете? То есть вот есть такие люди, вот, с которыми очень приятно, легко общаться, и совершенно неожиданно этот человек появляется, действительно, ты знакомишься, и раз идет вот такое закручивание, да, этих отношений, сюжета, то есть там дружбы, любви, не знаю. Но ты чувствуешь себя, как будто бы ты всегда так был. Вот всегда был. Общался с этим человеком, был рядом с этим человеком. И тебе всегда вот как будто бы было место около этого человека. Вот. Ну, вот такая интересная позиция. Я считаю, что тут удивит и обрадует. Вот как? Ну, вот это общение, знакомство, новости, разговоры. Ну, вот такая у нас позиция, да. Не забудьте смотреть свой знак зодиака, не забывайте. А мы идем с вами дальше. Наш зеленый авантюрин и позиция номер 2. Что вас скоро удивит и обрадует? Первая карта, в каком аркане вы живете, это 9 кубков. Это хорошая карта. Ну, правда. Она говорит о том, что человек, в принципе, всем доволен. Вот. Ну, нет, может быть, сейчас в жизни какого-то излишнего дискомфорта. Может быть, вы отложили свой дискомфорт на потом. Ну, есть такие, вот знаете, вот, может быть, куча проблем у человека, да? Но он говорит, ну, я потом их решу. Как бы это расслабленный человек, более такой расслабленный в жизни. Он чувствует себя в своей тарелке, даже если у него есть проблемы. Понимаете, мы чаще всего зависим от того, что мы ощущаем внутри, и мы это регулируем. Человек может сталкиваться с проблемами каждый божий день, много лет, и это делают все 7,5 миллиардов, да. Но кто-то из них воспринимает эти проблемы, как ерунда, или там, допустим, я об этом потом подумаю, отложу эти мысли негативные, да. А кто-то очень раздувает эти проблемы, понимаете? И вот здесь точно вот кто гадает, смотрит, да, вторую позицию, тот в последнее время точно не раздувает. А скорее доволен жизнью, даже несмотря на то, что вдруг, может быть, и есть проблемы. То есть, понимаете, вот это именно внутреннее ощущение гармонии с собой. Оно у вас появилось, да? Также по 9 кубков человек буквально способен воплощать собственные желания в жизнь, умеет молиться, просить высшие силы об исполнении своих желаний. И, соответственно, у него открыты денежные каналы и потоки изобилия. Вообще такой человек любит жизнь, любит себя, любит окружающих. Но все же у него есть некоторые программы одиночества. Есть. То есть вы такой человек, которому иногда нужно давать личное пространство для того, чтобы вот он посидел, там, почитал, посмотрел телевизор, в чем-то там поковырялся. Даже если вы просто полежите в одного и посмотрите там что-то в интернете, полистаете, этого нормально достаточно. Но если вам не давать свое личное пространство, гармонии может прийти конец, да. Поэтому, да, здесь вот, все-таки оно нужно периодически. И есть все-таки состояние вот такое, да, у человека, что он больше интроверт, чем экстраверт. Он может показать свою экстравертивность, да, в каких-то ситуациях, но все-таки редко. Чаще он больше погружен в себя. У вас, скорее всего, есть узкий круг общения, люди, с которыми вы можете раскрываться, и все. Но сейчас вы в подарках прям в жизни. Давайте посмотрим, а что вас скоро удивит и обрадует еще. Потому что вот такое чувство, что вы сейчас получаете подарки судьбы. Умеренность. 3 пентаклей.
шут. Это замечательная карта, я вам честно скажу. Прям такие очень-очень хорошие. Что вас удивит и обрадует. А это все карты, показывающие, ну, как будто бы некий момент удивления, да, особенно шут. Смотрите, о чем говорит умеренность? Об исцелении, устранении проблемы, спокойствии. Во-первых, может кто-то помириться с вами, да, то есть устраняется проблема межличностных отношений, или просто вы, ну, налаживаете отношения с каким-то человеком. Они становятся очень хорошими. Можно выздороветь внезапно и надолго. Ну вот бывает такое, что вас удивляет чье-то выздоровление, не обязательно ваше. Еще, вы знаете, вот как будто бы умеренность может говорить, вот буря прошла, да? Ну, то есть, если у вас даже, вот, как я говорила, вы же можете испытывать проблемы, но не накручивать эти проблемы. Но, допустим, была какая-то проблема, трудность, препятствие. Может быть, хоть это и не кардинально мешало вам жить, но мешало, да? Или, допустим, ну, какой-то барьер, который вы долго не могли перешагнуть. Так вот, умеренность говорит об устранении этого барьера, да? Вот как будто бы раз, и что-то проходит. Ангел-хранитель защищает вас, высшие силы на вашей стороне. Конечно, это вот сама по себе карта, она очень такая светлая, она такая, вот понимаете, прям добрая. Кто-то может просто очень по-доброму к вам отнестись по этой карте. Ну, то есть этот человек вдруг расположен к вам, раньше не был, да? Или раз и позаботился о вас, хотя раньше никогда о вас не заботился, да? Даже какой-то новый человек там, где-то там в конторе, где вы обращаетесь, или еще как-то, может раз и проявить к вам большую лояльность. Вот у меня так было на днях. Я пошла там оформлять документы, а человек пошел навстречу, женщина, очень хорошая женщина, и еще и позвонила, там договорилась. Вы знаете, вот, а ведь не ожидаешь от человека-то такого, не ожидаешь, да. И вот мне вот это понравилось. И вот, допустим, вы бы куда-то пошли, там, да, что-то оформлять. А раз человек там, да, вот кто сидит на этом месте, пошел бы вам навстречу и бесплатно, и там, ну, просто проявив свои хорошие чувства, там, человеческие, да, доброты. Вот. Тройка пентаклей показывает, что кто-то может предложить вам контракт по работе. Совершенно неожиданно вас это может обрадовать. Или просто какие-то деловые предложения. Вот недавно мне было деловое предложение. Если бы мне сейчас выпала тройка пентаклей, я бы подумала, да, что вот будет какое-то деловое предложение. Дальше, значит, по тройке пентаклей вас еще могут очень сильно хорошо похвалить там на работе или за какие-то ваши труды жизненные. Даже если вы домохозяйка, почему бы и нет. То есть могут хвалить за то, что вы много лет домохозяйка, да, там делаете для нас дома все. Ты все для меня делаешь, да, дома скажут. Вот. Потом, значит, тройка пентаклей говорит, просто там выдали премию, наградили там, да, за труд просто недавний. Там пусть даже небольшое вознаграждение, грамоту дали, медаль. Вот. Ну, как-то оценили труды ваши, да. И также шут. Вот шут говорит о том, что начинается что-то новое, открывается дверь в новый мир, в новую дорогу, там, да, новый путь. И вы собираетесь в эту дорогу и идете или едете куда-то. Тоже, опять же, вас это радует, вы готовы к приключениям. Вы можете посетить по шуту для себя совершенно неожиданно новое место, вас туда позовут. Ну, то есть, допустим, мы никогда не были там в какой-то достопримечательности, да, или в музее, а вас туда позвали, или в каком-то городе никогда не были. То есть вот это тоже может быть. Ну и также шут– это неожиданное знакомство. То есть когда человек и сам не ожидает, где он встретит это новое знакомство. Это не обязательно для любви. Это может быть для дружбы, для совместной работы. Но карты вот действительно очень хорошие, да. Вообще, если умеренность легла с такой рабочей картой, как тройка пентаклей, она, конечно, говорит, что, может быть, уладится это все именно там в деньгах, в работе, там, да, в таких вот вещах.
Но и также я уже выше перечисляла, что она еще может означать. А если шут рядом с работой упал, опять же, да, с другой стороны, то, конечно, это означает, что могут быть какие-то новые идеи, новая работа, да, новые предложения. Поэтому, да, здесь вот так вот много вас может чего удивить и обрадовать в скором времени. Все события очень хорошие. Вот в предыдущей позиции было меньше как-то, да, событий именно. А в этой позиции насыщено разными вариантами событий. Ну, вот такая позиция. Смотрите еще свой гороскоп обязательно. Так, а мы идем, значит, к позиции номер 3. Номер 3. Наш цитринчик. Такой цитринчик. И первая карта у нас с вами это в каком аркане вы сейчас живете. Тройка жезлов. Ну, вы знаете, тройка жезлов – это карта, показывающая, что вы куда-то собрались, может быть, или строите планы на будущее, или на поездку на какую-то. Может быть, у вас там перемена в жизни идет или переезд. Вот знаете, вот бывает такое, что человек по тройке жезлов смотрит только вдаль уже, да, в будущее, и он не замечает, что вокруг него, и он не замечает, что было в прошлом. Он сосредоточен на своих планах на будущее, на целях, и вот только будущим этим и живет. Вот вы сейчас живете будущим, у вас должна, мол, начаться новая жизнь, другая жизнь, интересная. У вас идет смена приоритетов, смена планов, может быть, постановка новых целей. И вы именно вот об этом, ну, думаете, мечтаете, ожидаете кого-то. Может быть, даже ждете кого-то в гости, там, да, или какой-то поездки вместе, совместно с кем-то. Тройка жезлов может означать, что вы даже ждете каких-то товаров, посылок и уже планируете, что вы будете со всем этим делать. То есть такая вот карта. Она светлая, кстати, карта, очень хорошая. Мне она нравится, она является позитивной. Хорошо, вы позитивны. Давайте посмотрим. Что вас скоро удивит и обрадует? Так, тут у нас, значит, король жезлов. Мужчина какой-то, да, вас удивит и обрадует. Двойка кубков. Мужчина признается в любви. Если вы мужчина, очень захочет с вами какого-то союза, контракта, договоренности, работы совместной, дружбы, соратники, вот мы такие. Ну, это мужчина, да, мужчина. Отшельник. Ну, карты говорят, человек в душе был одинок. Вот. И вы удивитесь, что такой одиночка, такой отстраненный от других людей человек вдруг протянул вам руку. Причем неважно, мужчина вы или женщина, а вот просто какой-то мужчина, бука, огражденный там, да, от других и защищающий рьяно свое личное пространство, вдруг к вам становится очень по-человечески расположен. Может даже поговорить хорошо, предложить что-то, позвать куда-то, сделать подарок, поговорить о хорошем к вам отношении, сказать добрые слова. И это дорогого стоит, потому что отшельник, ну, все же это человек молчаливый, больше молчит, чем говорит. Мол, лучше жевать, чем говорить, да? И, соответственно, когда мы видим от отшельника какие-то действия, ну, мы понимаем, что это серьезно. И вот вас это очень удивит и очень обрадует от этого человека, вот этот жест от этого мужчины. Причем мужчина-то очень волевой, яркий, может быть, даже с яркой внешностью, харизма, да, лидерские качества. И человек сам знает все свои цели, там, да, задачи в жизни и задает везде свой тон, свои правила. Такого человека трудно переубедить в чем-то, сломить. Такого человека трудно обмануть. И, конечно, он знает, как распоряжаться своими энергоресурсами. Именно поэтому он отшельник. Потому что он знает, что, ну, на всех энергий не напасешься, да, особенно когда ты, ну, там, допустим, часто бываешь окружен людьми,
или у тебя есть деньги, или еще какая-то власть, да. И, конечно, вам очень понравится, что этот человек именно в вашу сторону сделал добрый жест, понимаете? Вам очень это понравится. Вы поймете, что значит вы тоже как бы дорогого стоите, да? Ну вот что человек выбрал вас как, допустим, своего друга, соратника или партнера по бизнесу, или, допустим, как любимого даже человека, или, ну, там, может быть, даже для серьезных там совсем отношений женщину, да. Поэтому, да, здесь радость вот от этого какого-то состояния такого, да, что я лучше, чем другие, я больше понимаю, я больше знаю, я больше достойна или достоин. Вот в этом суть. Ну, вот такой ответ. Смотрите еще свой и гороскоп, да, не забывайте. Так. Что вас скоро удивит и обрадует? Начнем, значит, наши знаки зодиака, да. Первый знак зодиака – это Овен. Что скоро удивит и обрадует овнов? Давайте посмотрим. Естественно, одной картой, да. Что скоро овнов удивит и обрадует? Вышла карта «Пятерка пентаклей». Вы знаете, вас удивит и обрадует тот факт, что какой-то человек готов ради вас на все. Вот абсолютно на все. Вы знаете, эта карта, она показывает, что есть кто-то в вашей жизни, кто может разделить любые ваши проблемы, неприятности, переживания какие-то, да, душевные. Вот есть кто-то в вашей жизни такой. И вы знаете, этот человек проявит себя. Что-то, может быть, вы увидите в поступке, или человек, да, скажет даже что-то в вашу сторону такое, вот что это доказывает, что вас поддерживают настолько кардинально. Вы знаете, такой человек может пострадать ради вас, может принести себя в жертву ради вас. И вы знаете, когда существует такой человек, ты знаешь, что ты не один. Ты знаешь, что ты всегда получишь поддержку. Это, конечно, это очень глубокие чувства человеческой любви. Неважно, друзья, это родственники или любимые люди, или дети, но это такая уж духовная любовь, понимаете? Человеческая любовь. Человека к человеку. И вот мое мнение, что это очень-очень хорошо. Что человек готов разделить с вами любые трудности. Причем, радости делить очень просто, а горести делить, трудности делить, проблемы. Вот действительно проверка, да, дорогие овны. Ну вот такой ответ по овнам. А мы идем к тельцам. Что вас скоро удивит и обрадует? Давайте посмотрим. Вышла карта «Четверка жезлов». Ну, во-первых, это может быть чье-то признание в любви, например, или признание в каких-то чувствах теплых к вам. Также, дорогие тельцы, может быть совершенно другое. Ну, то, что касается земель, недвижимости, квартир, домов. Удивит и обрадует, например, на рынок выбросили очень дешевый объект, который вы можете купить, да. Но это если вы гонялись как раз сейчас за недвижимостью. И вы можете там по очень выгодной цене купить недвижимость, да. Также кто-то может пригласить вас на свадьбу или на день рождения по этой карте, или на какой-то праздник, вот большой праздник, который закатывают прям, знаете, вот дорогой праздник. И, конечно, это вас удивит и обрадует. Во-первых, может быть, вы с людьми давно не виделись, да, или просто вы не думали, что этот праздник состоится, и вас позвали. То есть, естественно, это радует. Ну, вот такой ответ у нас по тельцам. А мы идем с вами к близнецам. Дорогие близнецы, давайте посмотрим, что вас скоро удивит и обрадует.
Ух ты, вышла карта «Колесо фортуны». Очень интересная карта. Вам в чем-то крупно повезет, совершенно неожиданно для вас. Вы знаете, «Колесо фортуны» — это карта многогранная, совершенно по ней очень много может происходить событий. Первое — это невероятная удача в чем-то, в чем вы совершенно ее не ожидали. Просто повезло, и все. Вот вы так и будете говорить: ой, как мне повезло. Как мне повезло. Ну вот как я с этим набором Эфроше, да. Там на iLife я публиковала. Вот как мне повезло, что я его купила. Вот так вот. И тут то же самое. Как вам повезло, да, вот в чем-то, да, в чем-то. Может, что-то выгодно тоже купите, или там, может быть, вам что-то подарят, или вы куда-то успеете, да, на раздачу чего-нибудь хорошего. Ну, вот что-то повезло, да. Потом колесо фортуны может означать, что вы резко куда-то поедете, в путешествие, например, или, может быть, ну, там, на курорт какой-то, да, или еще что-то, на отдых, да. Даже если за город на отдых, это тоже все равно неожиданно и приятно. Вас позвали куда-то, тоже пригласили, может быть, да, или там путевка какая-то освободилась. Вот. И также колесо может даже показывать покупку автомобиля или там, ну, кому-то дарят иногда машины. Но если вы вот сейчас уже думали, что такой-то есть человек, который может подарить, может и правда подарит. Ну, какая-то вот прям счастливая карта. Она, кстати, говорит, что именно вот произойдет что-то, вы даже не знаете сейчас что, а вы будете говорить: ой, как мне повезло, ой, как мне повезло. То есть вот так. Ну, вот такой ответ близнецам. А мы идем с вами к раку. Дорогие раки, давайте посмотрим, что вас скоро в жизни удивит и обрадует. Удивит и обрадует что? Луна. Вы знаете, Луна — это что-то произойдет темной ночью, под Луной. Вас могут ночью куда-то позвать, пригласить, мол, поехали или пошли. Или кто-то ночной гость, да, приходит ночной гость. Вы его очень хотели видеть и очень рады. Может быть, звонок ночной. Да, вот как Луна светит, вот и в этот момент звонок. И, значит, этот звонок от кого-то, кто вы хотели, чтобы позвонил. Даже среди ночи пусть позвонит. И, конечно, это и удивит, и обрадует. Луна может показывать вещи, сны. Это тоже удивляет и радует. Или какие-то мистические откровения, проявление ваших экстрасенсорных способностей. Мол, вам открылась какая-то информация, она вдруг в реальной жизни подтвердилась, и вы в шоке. А как же так? Я смог это предсказать или смогла? Ну ничего себе. Ну вот такой ответ у нас по ракам. А мы идем к львам. Что вас скоро удивит и обрадует, дорогие львы? Давайте посмотрим. Давайте узнаем, что же вас скоро удивит и обрадует. Иерофант. Ух ты, какая хорошая карта. Ну, во-первых, к вам может быть благосклонен какой-то высокопоставленный чиновник, человек, который сидит у власти. И, соответственно, ну, это протекция, львы. Это когда тебе разрешение какое-то выдали. Причем очередь не надо было ждать, да? Или какой-то интересный талон и на УЗИ, там, я не знаю. Вот, а была очередь 3 месяца на какое-нибудь обследование, да. Потом, значит, иерофант. Это вот кто-то что-то сверху взял и разрешил. Ну, там, не знаю, разрешение на строительство, на проведение электроэнергии на объекте, да. Иерофант может показывать, что появляется в вашей жизни кто-то, кто готов вас чему-то обучить. То есть ваш духовный или жизненный учитель. Вы с ним встречаетесь и понимаете: да, это мой учитель, мой духовный учитель, я буду у него учиться. Вот, то есть это такая встреча знаковая в жизни с иерофантом, с человеком, который будет вас чему-то учить. Ну и иерофант еще может показывать, что, допустим, ваши друзья, там сестра, брат, кто угодно, поженятся. И вас это и удивит, и обрадует, вас позовут на свадьбу. Ну вот такой ответ, дорогие львы. Вот такой ответ. А мы идем с вами дальше. Следующий знак зодиака — это Дева. Дева. Что вас скоро удивит и обрадует, дорогие девы? Давайте посмотрим. Упс.
Ух ты, карта мага выпала. Ну, во-первых, вас может удивить и обрадовать какой-то очень инициативный человек, чаще всего мужчина. Ну, то есть человек, вот знаете, как взял, проявил инициативу, что-то сделал самостоятельно, да, со всей ответственностью взялся, в вашу пользу, естественно, что-то сделал, организовал, помог. Вот понимаете, вот и там не попросил за это ничего, а просто проявил человечность и свои какие-то, ну, связи подключил, да, чтобы вам помочь в чем-то, дорогие девы. Также маг может означать, ну, ваши какие-то возможности, которые открываются, жизненные возможности. Вы скажете, что я уже действительно много чего могу. Там осуществить какие-то свои цели, проекты, распоряжаться своей жизнью по своему усмотрению, ощутить больше свободы. Маг может даже говорить о том, что вы неожиданно для себя вдруг решаете все-таки основать свой бизнес, да, или, может быть, появляется возможность организовать свой бизнес, основать и открыть уже что-то свое. И, конечно, маг для женщины, девы, может означать мужчину, который врывается в вашу жизнь и делает для вас очень многое. Вот правда, очень многое. Это вас и удивит, и обрадует. И человек, лидер, такой подвижный, яркий, интересный, интеллектуал. С ним есть о чем поговорить, и он хорошо выглядит. И он действительно постоянно к вам проявляет систематические инициативу, то есть, возможно, каждый день. Это не может не радовать. Ну, вот такой ответ по девам. А мы идем с вами к весам. Что вас скоро удивит и обрадует? Давайте посмотрим. Дорогие весы, карты Таро вам все подскажут сейчас в гадании нашем. Ой, туз пентаклей. Какой хорошенький. Вы знаете, конечно же, что это счастливая карта, дорогие весы, самая счастливая в колоде Таро. А это значит, что вас удивит и обрадует большая сумма денег, которую вам то ли дарят, то ли дают премию, то ли что-то еще, поднимут доходы, заработную плату, вложения в вас. Вот, может быть, очень дорогой подарок. Прям неприлично дорогой подарок. Ну, допустим, от мужчины к женщине, да. А потом, ну, просто какие-то деньги, которые появляются у вас, смотря от чего, да, там, может быть, какие-то вкладывали там в инвестиции, да, или, может быть, вы вклад делали в банке и дожидаетесь больших процентов или еще что-то. То есть идет большая к вам сумма денег, каналы изобилия открываются, и вы будете несказанно рады своему прекрасному финансовому положению в скором времени. Вот. Ну и туз пентаклей говорит вообще о подарках от судьбы, от Бога, от Вселенной и от людей. Ну вот такая карта. Очень счастливая карта для весов, очень счастливая. Теперь я погадаю Скорпионом. Дорогие Скорпионы, что вас скоро удивит и обрадует? Давайте посмотрим. Ой, рыцарь кубков. Ну, конечно, для женщины Скорпиона это мужчина с цветами, с признанием в любви, с подарками, со свиданием идет к вам, да, или в гости к вам. Или, может быть, зовет куда-то. Вы встречаетесь, у вас любовь, да, у вас любовь. То есть эта карта, конечно, больше всего говорит о любовных историях, о любовных победах и, соответственно, о каких-то ухаживаниях. А вот если вы мужчина, Скорпион, то вас очень удивит и обрадует внимание к вам леди, которая вам действительно нравится и к которой вы испытывали тайную страсть, притяжение. И она, даже если вам подмигнет, вы уже будете на фокусе и будете знать, что вам делать. И вас очень удивит и обрадует, что дама согласилась пойти с вами куда-то, поговорить с вами, принять от вас цветы, понимаете? Также рыцарь кубков может показывать дорогу по любовным делам вместе. Ну, допустим, вас удивит и обрадует, что вы наконец-то собрались, там горящая путевка, да, вместе с любимым человеком в другую страну, там, или там просто на побережье, куда-то отдохнуть, где-то полежать, что-то там, да. И, соответственно, это счастье, это большое счастье, ощутить природу около себя.
и также отдохнуть от работы, может быть. Ну и рыцарь кубков, он вообще такая карта приятная, да, говорит о том, что в жизни наступает ну, вот какой-то светлый период счастья и любви, именно, особенно в отношениях, да, в отношениях. Ну, вот такой ответ у нас для скорпионов. А мы идем к стрельцам. Дорогие стрельцы, давайте посмотрим, что вас скоро удивит и обрадует. Что же вас скоро удивит и обрадует? Сейчас узнаем. Ух ты, вышла карта смерть. Вас удивит и обрадует окончание чего-то. Ну, допустим, избавление от долгов, от какой-то трудности, от проблемы. Это все остается в прошлом. Какая-то гадость прям уходит, да, вот как говорят, весь негатив уходит. Ну, в прошлом может остаться негативный человек, вампир, да, какая-то плохая ситуация, плохой даже город, переезд, да. Потом какие-то, там, допустим, там начальник увольняется у вас с работы, человек негативный, неприятный или сотрудник по работе. Вы остаетесь, начальник или сотрудник увольняется, вам легко дышать. А есть наоборот, вы уходите с работы и идете на хорошую, интересную новую работу, а та работа негативная, где вас все достали, она остается далеко в прошлом. Понимаете? То есть вот эта карта, она показывает прощание с чем-то, что вам, ну, очень в жизни мешало, что уже давно пора было отпустить, понимаете? Давно пора. И это вас очень удивит и очень обрадует, что появилась возможность это отпустить и раз и навсегда отказаться от того, что вас, ну, просто замучило, от какой-то проблемы, трудности, там, от долгов, от неприятностей и так далее. Ну, вот такой ответ дали карты Стрельца. А мы идем с вами дальше. Козерогам, да. Дорогие козероги, давайте посмотрим, что вас скоро удивит и обрадует. Что удивит и обрадует. Вышла карта Туз мечей. Ну, вас удивит и обрадует, во-первых, открытие какой-то информации и правды, да, именно правды. Туз мечей может показывать лист бумаги. Еще плюсом лист бумаги. То есть это какой-то документ, разрешение, там, не знаю, заключение. Знаете, есть там медицинское заключение, которое очень радует. Или, может быть, там, допустим, кто-то виза, например, да, потом разрешение на проживание, там, я не знаю, оформление документа на квартиру. Вот какая-то бумага, договор, может, с работодателем, который долго не могли оформить. Может, эта бумага никак не давалась вам в руки. А может, вам пришлют бумажное письмо, записку, да. Но чаще всего туз мечей показывает и яркие идеи какие-то, правдивые разговоры, открытие нужной для вас информации, которая радует, действительно удивляет и радует. И, может быть, кто-то поговорит с вами на чистоту, прямо как оно есть, да, откровенно, очень откровенный разговор, может быть, по тузу мечей. Ну, как-то вот встает любой вопрос ребром здесь, как говорится, пан или пропал. Но учитывая, что вы радуетесь этому, вас это удивит и обрадует, значит, все разрешается именно в вашу козерожью пользу. Ну, вот такой ответ дали карты Козерогам. А мы идем с вами к Водолеям. Дорогие Водолеи, давайте посмотрим, что вас скоро удивит и обрадует. Вышла карта Туз кубков. Вау! Это такая очень счастливая карта на самом-то деле. Она, ну, может быть, даже и не хуже нашего туза пентаклей. Тем более, что такой цветочек смешнячий. Цветочек-котик, да? Розочка. Ну, конечно, это карта любви. Она показывает, дорогие Водолеи, что кто-то признается вам в чувствах, в любви или точно обозначит, что вы нравитесь, дороги, интересны. Вам может быть подарок, знак внимания, предложение руки и сердца, да. Но также туз кубков может означать знакомство, которое, ну, вот с человеком, с которым вы прям как будто либо мечтали познакомиться, либо с человеком безумно приятным для вас.
особенно там в каком-то, да, любовном смысле. Вот. И также туз кубков — это, естественно, потоки изобилия. То есть в вашу жизнь может ворваться крупная сумма денег, или деньги будут поступать теперь легче. Это вас и удивляет, и радует. Мол, что-то там разблокировалось на небе, да, и вам наконец-то позволено получать больше денег. Ну, вот такой ответ у нас Водолеем. А мы идем к рыбам, да. Дорогие рыбы, давайте посмотрим, что вас скоро удивит и обрадует. Карты Таро подскажут вам, да, погадают вам. Итак, я неправильно взяла, но это я не читаю перевернутые. 7 кубков. Что вас скоро удивит и обрадует? Ну, во-первых, к вам будет у кого-то очень сильная любовная эйфория. Вы знаете, бывает просто любовь, просто чувство, признание и так далее. А бывает, когда человек бредит вами, зависит от вас, постоянно общается с вами, как будто бы не может без вас жить, обожает. Ну и также 7 кубков может показывать, что раньше у вас не было вариантов вообще для, там, либо для решения какого-то вопроса, либо вариантов, куда вы устроитесь на работу, или смените работу, или там квартиру найдете, или дом. А теперь их целое множество вариантов, изобилие вариантов. И, естественно, вас это и удивляет, и радует. Откуда, мол, столько появилось разных вариантов. И теперь можно выбирать, да, хоть и путаешься, вот, а что теперь выбрать, если столько всего хорошего перед тобой. Но зато есть из чего выбирать. А до этого выбирать было совершенно не из чего. И, конечно, это радует, да, радует, что есть из чего выбрать, дорогие рыбы. Ну вот, либо у вас будет любовь, ну такая прям, когда вас очень обожают, слишком обожают, либо вот будет изобилие вариантов, когда не было раньше никаких. Вот такой ответ сегодня дали карты Таро нашим знаком зодиака. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть видео на моих каналах. Ставьте лайки, пишите комментарии, пишите свое мнение. Я надеюсь на поддержку от вас. У меня там есть карта для донатов. Кто хочет помочь, помогайте. Но я вас очень прошу не делать этого через силу или не от души, да, то есть все должно быть от души именно, что вы что-то делаете, да, какие-то там вложения в канал. Вот. И подписывайтесь на мой канал Лайф и на канал Гадания, Заговор, Ритуалы Карина. Еще бы очень хотела обратиться к хейтерам. Дорогие хейтеры, понимаете, со мной бесполезно. Ну, просто бесполезно. Я понимаю, что вы вот в последнее время завели уже 15 страниц. Я не знаю, как вы это сделали, но завели одни и те же хейтеры, завели страниц, наверное, штук 15. И вы пытаетесь писать одну и ту же фразу у меня на канале каждый божий день. И мне совершенно нетрудно нажать кнопку «Заблокировать». И удалить ваш комментарий тоже нетрудно. Я не устану это делать, мой палец не устанет нажимать эту кнопку. Сколько бы вы ни завели страниц, хоть 100, хоть 200, хоть 500. У меня была одна хейтерша, которая доставала меня 4,5 года. И я отлично знаю, что такое очень такое вот большое упорство. И я упорней. Вот поверьте, упорней. Можете не стараться. Всем пока и до новых встреч.